Часть первая. Остановка мира. Глава первая. Мир соглашается. Передо мной стоял старик-индеец. «Мне говорили, сэр, что вы большой знаток растений», — сказал я. Буквально за минуту до этого мой приятель, который нас свел, куда-то ушел, и нам не оставалось ничего другого, кроме как представиться. Старик сказал, что его зовут Хуан Матус. «Кто говорил, твой приятель, что ли?» — небрежно поинтересовался он. «Да». «Что ж, я и в самом деле собираю растения, вернее, они мне позволяют себя собирать», — мягко произнес он. Мы стояли в зале ожидания автобусной станции в Аризоне. Я спросил по-испански, не согласится ли он ответить на некоторые вопросы. Сказано это было очень официально и звучало так: не позволит ли благородный господин Кабальеро задать ему несколько вопросов. Слово «кабальеро» происходит от испанского «кабальо» — лошадь, и буквально переводится как «всадник-дворянин». Старик ехидно посмотрел на меня и с широкой улыбкой произнес: «Всадник без коня. Я же тебе сказал, меня зовут Хуан Матус». Его улыбка мне понравилась. Я подумал, что он, должно быть, умеет ценить прямоту, и решил без обиняков изложить свою просьбу. Я сказал, что меня интересует все, что связано со сбором и изучением лекарственных растений, в особенности все то, что касается использования галлюциногенного кактуса пийота, которым я довольно долго занимался в Лос-Анджелесском университете. Сказано это было довольно сдержанно, с достоинством, и, как мне показалось, весьма убедительно. Я решил, что представился достаточно солидно, и впечатление произвел внушительное. Старик медленно кивнул. Его молчание меня ободрило, и я добавил, что для нас обоих, вне всякого сомнения, было бы полезно как-нибудь встретиться и потолковать о пейоте. Но тут он поднял голову и взглянул мне в глаза. Это был жуткий, ужасающий взгляд, хотя в нем не было ни гнева, ни угрозы. И все же этот взгляд буквально пронзил меня насквозь. Я словно онемел. Моя болтовня мгновенно оборвалась. На этом мы расстались. Однако перед уходом старик все же несколько меня обнадежил, сказав, что я могу как-нибудь заехать к нему в гости. Чтобы оценить должным образом, насколько сильно подействовал на меня взгляд Дона Хуана, нужно представить себе всю его уникальность в контексте моего жизненного опыта. Дело в том, что к тому времени, когда я взялся за изучение антропологии и встретился с Доном Хуаном, мне уже довелось как следует покрутиться в жизни, и я чувствовал себя достаточно искушенным. С тех пор, как я покинул дом, прошло много лет, и я считал, что вполне могу о себе позаботиться. Всякий раз, когда мне приходилось сталкиваться с какими-либо препятствиями или чьим-то противодействием, я неизменно умудрялся то ли найти обходные пути, то ли добиваться своего лестью, обманом, хитростью. Иногда я шел на компромиссы, иногда спорил, иногда злился. Если ничто не помогало, можно было прибегнуть к жалобам и нытью, и часто это срабатывало. Другими словами, в любых обстоятельствах у меня в запасе всегда был какой-нибудь ход. И никогда ни одному человеку не удавалось осадить меня так быстро и основательно, как это сделал в тот день Дон Хуан, одним только взглядом. Причем дело было не только в том, что я замолчал. Мне не раз доводилось, не проронив ни единого слова, выслушивать уважаемых мною оппонентов, вступать в пререкания с которыми я не мог себе позволить. Но мысли мои в таких случаях все равно были исполнены гнева и раздражения. Взгляд же Дона Хуана подействовал на меня настолько оглушающе, что я на какое-то время утратил даже способность к сколько-нибудь связанному мышлению. Я был настолько заинтересован необычайной силой этого взгляда, что решил во что бы то ни стало встретиться со стариком еще раз. Полгода я готовился, перечитывая все, что мог найти об использовании пийота американскими индейцами, обращая особое внимание на материалы, касавшиеся пийотного культа индейцев Великих Равнин. В итоге мне удалось познакомиться практически со всем, что когда-либо было написано на эту тему. Почувствовав, что готов, я снова отправился в Аризону. Суббота, 17 декабря 1960 года. Чтобы отыскать дом Дона Хуана,
Мне пришлось буквально провести опрос местного индейского населения, на что ушел не 1 час и не $1. В конце концов, где-то к полудню я все же добрался до него и остановил машину перед дверью. Дон Хуан сидел на деревянном ящике из-под молочных бутылок. Он вроде бы узнал меня и помахал мне рукой, пока я вылезал из машины. Мы обменялись обычными любезностями, а потом я осторожно перевел разговор на цель своего приезда, сказав, что в прошлый раз был основательно сбит с толку. Я покаялся в том, что блефовал тогда, хвастаясь своими познаниями относительно пиота, на самом же деле не зная ровным счетом ничего. Дон Хуан неотрывно смотрел на меня. Его глаза излучали доброту. Потом я рассказал, как полгода готовился к этой встрече, изучая специальную литературу. «И теперь я действительно довольно много знаю о пиоте», — заключил я. Дон Хуан рассмеялся, усмотрев, очевидно, в моих словах что-то забавное, а я смущенно замолчал, чувствуя нарастающее раздражение. Дон Хуан явно заметил мою реакцию и заверил меня, что, несмотря на самые лучшие побуждения, подготовиться к нашей встрече у меня не было никакой возможности. Я прикинул, не спросить ли о скрытом смысле этого утверждения, если таково имеется, но решил воздержаться. Однако Дон Хуан, словно уловив мое настроение, сам объяснил, что имеет в виду. Он сказал, что я напомнил ему историю об одном правителе некоторого государства, который преследовал людей, относившихся к определенной категории. Эти люди ничем не отличались от своих преследователей, кроме одного. Отдельные слова они произносили по-своему. И это их естественно выдавало. Правитель расставил на всех дорогах и перекрестках посты, которые должны были требовать от каждого прохожего произнести контрольное слово. Тех, кто выговаривал его как положено, отпускали, а тех, кто произносил иначе, убивали на месте. И вот однажды один молодой человек из числа преследуемых решил подготовиться к тому, чтобы миновать посты. Для этого он начал учиться нужному произношению контрольного слова. С широкой улыбкой Дон Хуан сказал, что на это у молодого человека ушло как раз полгода. И вот настал день великого испытания. Молодой человек уверенно подошел к заставе и стал ждать, пока часовой задаст ему вопрос. Тут Дон Хуан выразительно умолк и взглянул на меня. Пауза была явно наигранной и показалась мне приемом довольно банальным, но я не подал виду, поддерживая игру. Что будет дальше, мне было хорошо известно. Это был старый анекдот о евреях в Германии. Чтобы выявить еврея, человека заставляли произносить определенные слова. В этом анекдоте молодой человек попадался, потому что часовой забыл контрольное слово и попросил произнести другое, похожее, но которое тот выговаривать не умел. Дон Хуан, казалось, ожидал, пока я спрошу, что было дальше, что я и сделал, притворяясь, что меня в самом деле интересует продолжение истории. Что же с ним случилось? Молодой человек был очень хитер, ответил Дон Хуан. Он понял, что контрольное слово вылетело у часового из головы, и прежде чем тот успел что-либо сказать, признался, что готовился целых полгода. Он снова замолчал, глядя на меня с озорным блеском в глазах. На этот раз перевес был явно на его стороне. Признание молодого человека было чем-то новеньким, и теперь я уже действительно не знал, чем закончится история. «Так что же все-таки с ним случилось?» — спросил я на сей раз с неподдельным интересом. «Как что? Разумеется, его тут же убили», — ответил Дон Хуан и засмеялся раскатистым хохотом. Мне понравился этот новый ход, а еще больше понравилось, как лихо он связал старый анекдот с моим собственным поведением. Похоже, Дон Хуан специально все это придумал. Конечно, он надо мной потешался, но как тонко и артистично. Я тоже засмеялся. Потом я заявил, что, наверное, в самом деле глупо выгляжу, но мне действительно очень хочется знать все, что касается растений. «Я люблю ходить пешком», — сказал он. Я решил, что он не хочет отвечать, и поэтому меняет тему. Мне не хотелось быть назойливым. Он спросил, не хочу ли я отправиться с ним в небольшой поход по пустыне. Я с готовностью заявил, что такая прогулка, безусловно, доставит мне удовольствие. «Только это будет не прогулка», — предупредил он. Тогда я сказал, что в отношении работы с ним настроен весьма серьезно. Мне нужна любая информация об использовании растений, и я готов заплатить ему
за то время и усилия, которые он на меня затратит. И сколько ты собираешься мне платить? В его голосе проскользнула нотка алчности. Сколько ты сочтешь нужным? Тогда за мое время ты будешь платить мне своим временем, произнес он. Я подумал, что он явно со странностями, и ответил, что не понимаю. Он объяснил, что о растениях вообще нечего рассказывать, поэтому брать с меня за это деньги для него немыслимо. Он пронзительно посмотрел на меня, нахмурился и спросил: «Слушай, чем это ты все время занимаешься в кармане? Уж не играешь ли ты там со своим Бобиком?» В необъятном кармане моей штормовки лежал блокнот, и я вслепую непрерывно записывал в него наш разговор. Когда я объяснил Дону Хуану, в чем дело, он от души расхохотался. Я сказал, что просто не хотел действовать ему на нервы. «Пиши, если хочешь», — разрешил он. «Ты не действуешь мне на нервы». Мы бродили по окрестной пустыне, пока совсем не стемнело. Дон Хуан не показал мне ни одного растения и вообще не сказал ни слова на эту тему. Наконец мы остановились передохнуть возле каких-то больших кустов. «Растения — очень занятные существа», — сказал Дон Хуан, не глядя на меня. «Они живые и все чувствуют». Едва он это произнес, как сильный порыв ветра пронесся по пустынному чапаралю. Кусты громко зашелестели. «Слышишь?» — спросил Дон Хуан. «Листья и ветер со мной соглашаются». Он сложил правую ладонь лодочкой и приставил к уху, как бы для того, чтобы лучше слышать. Я засмеялся. Прежде чем познакомить меня с Доном Хуаном, мой приятель предупредил, что старик со странностями. И теперь я решил, что соглашение с листьями – одна из его эксцентричных шуток. Мы прошли еще немного, но Дон Хуан по-прежнему не показывал мне и не собирал никаких растений. Он просто скользил сквозь кустарник, слегка прикасаясь к ветвям. Затем он остановился, присел на камень и велел мне отдохнуть и осмотреться. Но я был настроен на беседу и еще раз напомнил ему, что меня очень интересуют растения, особенно пейот. Я снова предложил ему плату за информацию. «Не нужна никакая плата», — сказал он. «Спрашивай о чем угодно. Я расскажу тебе то, что мне известно, а после объясню, что со всем этим делать». Дон Хуан поинтересовался, устраивает ли меня такой вариант. Я был доволен. Но потом он добавил загадочную фразу. «Только вряд ли о растениях можно что-то узнать, ведь о них нечего сказать». Я не понял, что он сказал или что имел в виду. «Что ты сказал?» Он трижды повторил ту же самую фразу. Как только Дон Хуан замолчал, из-за холмов вынырнул военный самолет. Он пронесся над нами на бреющем полете, сотрясая всю округу ревом двигателей. «О, слышишь, как мир со мной соглашается?» — сказал Дон Хуан, приставив к уху левую ладонь. Дон Хуан казался мне весьма занятным человеком. К тому же он так заразительно смеялся. «Дон Хуан, ты родом из Аризоны?» — спросил я, чтобы вновь навести разговор на возможность получить от него интересующую меня информацию. Он взглянул на меня и утвердительно кивнул. В его глазах появилась усталость. Между нижними веками и зрачками блеснули белки. «Ты родился в этих местах?» Он снова молча кивнул. Жест был вроде бы утвердительным и в то же время рассеянным, как у человека, глубоко погруженного в свои мысли. «А ты-то сам откуда?» — спросил Дон Хуан. «Из Южной Америки». «Южная Америка большая. Ты что, родился во всей сразу?» Он вновь посмотрел на меня, блеснув глазами. Я начал было объяснять ему обстоятельства моего рождения, но он перебил меня. «В этом смысле мы с тобой похожи. Вообще-то я Яки из Соноры, но сейчас живу здесь. Правда? А я родом из...» Он не дал мне договорить. «Знаю. Ты тот, кто ты есть. Родом оттуда, откуда ты родом. Так же, как я Яки из Соноры». Меня поразил его ясный взгляд, а от смеха я почему-то почувствовал неудобство, словно Дон Хуан уличил меня во лжи. Это было какое-то неопределенное чувство вины, как будто Дон Хуан знал обо мне нечто такое, чего не знал я сам, или в чем не хотел признаваться. Мне становилось все более и более не по себе. Дон Хуан, видимо, это заметил и спросил: «Как насчет того, чтобы поужинать в ресторане?» Мы вернулись к его дому, а потом поехали в город.
По дороге я почувствовал некоторое облегчение, но полностью расслабиться мне все же не удалось. Я ощущал как бы нависшую надо мной угрозу, но никак не мог понять, в чем дело. В ресторане я хотел угостить Дона Хуана пивом, но он отказался, сказав, что вообще не пьет, даже пиво. Я не поверил и внутренне усмехнулся. Мой друг, который нас познакомил, говорил мне, что старик, как правило, обычно малость не в себе. Но даже если Дон Хуан лгал насчет того, что не пьет, это меня ничуть не беспокоило. Все равно он мне нравился. В нем было что-то, что меня успокаивало. На моем лице, видимо, было написано недоверие, так как Дон Хуан объяснил, что в молодости пил довольно много, но однажды взял и бросил. Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни все, что угодно. Вот так. И Дон Хуан щелкнул пальцами, как бы демонстрируя, насколько просто это делается. «Ты думаешь, так легко бросить пить или, скажем, курить?» – спросил я. «Ну, конечно», – убежденно воскликнул он. «Бросить пить или курить – вообще дело плевое. Эти привычки – ерунда. Ничто, если мы намерены от них отказаться». В это мгновение кипяток в кофеварке весело забулькал. «Слышишь?» – воскликнул Дон Хуан, блеснув глазами. «Кипяток со мной согласен». И, помолчав немного, добавил: «Человек может получить подтверждение от всего, что его окружает». Тут кофеварка издала булькающий звук, напоминающий нечто не совсем приличное. Дон Хуан взглянул на кофеварку и мягко произнес «Спасибо». Потом он кивнул и оглушительно захохотал. Я был буквально ошеломлен. Смеялся он, пожалуй, слишком громко, но вся ситуация в целом меня чрезвычайно озадачила. На этом наша первая встреча закончилась. У дверей ресторана я попрощался со своим информатором. Я сказал, что мне еще нужно заехать к друзьям и что хотел бы снова встретиться с ним в конце следующей недели. «Когда ты будешь дома?» – спросил я. Он окинул меня оценивающим взглядом и ответил: «Тогда, когда ты приедешь. Но я не знаю точно, когда смогу приехать. Приезжай, когда сможешь, и не беспокойся. А если тебя не будет дома?» «Буду», — с улыбкой ответил он. Повернулся и зашагал прочь. Я догнал его и спросил, не возражает ли он против того, чтобы я взял с собой фотоаппарат и сфотографировал его самого и его дом. «Исключено», — ответил Дон Хуан, нахмурившись. «А магнитофон хоть можно?» «Боюсь, что с магнитофоном дело обстоит точно так же». Мне стало досадно. Я разозлился и заявил, что не нахожу в его отказе никакой логики. Дон Хуан отрицательно покачал головой. «Забудь об этом», — властно сказал он. «И если хочешь иметь со мной дело, никогда больше не вспоминай». Я сделал слабую попытку настаивать, объясняя, что фотографии и магнитофонные записи необходимы мне в работе. Дон Хуан сказал, что во всем, что мы делаем, по-настоящему необходимо лишь одно — дух. «Без духа человек ни на что не годен», — заявил он. «А у тебя его нет. Вот это должно тебя беспокоить, а вовсе не фотография». «Что ты Он не дал мне договорить, взмахом руки прервав на полусловие, но, отойдя на несколько шагов, обернулся. «Приезжай обязательно», — сказал он вполголоса и помахал рукой на прощание.